Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про интересное наблюдение. Я заметил такую фигню, что иногда ставишь аккумуляторы, а они вдруг заканчиваются неожиданно. Изучив эту тему, я нашел эту информацию о том, что оказывается у аккумуляторов, кроме того, что есть напряжение, которое они выдают, есть еще внутреннее сопротивление и есть еще такой параметр, как емкость. Так вот, емкость, она определяет то, насколько много выстрелов вы сможете сделать, а второй параметр, внутреннее сопротивление, говорит о том, насколько быстро аккумуляторы могут зарядить вспышку. Поэтому от того, насколько быстрые аккумуляторы и насколько емкие аккумуляторы, зависит комфорт вашей работы. Приступим к теме вообще. То есть, вообще, в принципе, бывают приборы такого плана. Конкретно этот у меня Litokala LE500, который я, изучив тему, все-таки купил, потому что у меня была зарядка не интеллектуальная, она была просто зарядкой. Кстати, аккумуляторы эти служили много-много лет. И я пришел к тому, что аккумуляторы нужно не просто зарядить, а аккумуляторы нужно еще отсортировать по каким-то правильным признакам. Потому что, смотрите, вставляю я аккумуляторы. Так, второй. Давайте я пока от вас скрою эти надписи. Потом объясню, как это работает. Допустим, мы собрали пачку аккумуляторов, у которых сопротивление 40, 39, 46, 39. Этот, кстати, странно. Не должен был он здесь оказаться. Да, кстати, по поводу качества измерения. Litokala меряет очень условно. То есть, на самом деле, это пока пальцем в небо. И после того, как мы поставили, мы проводим полный тест. Нормальный тест он называется на этом приборе. У всех аккумуляторов. И после того, как мы провели полные тесты, мы на каждом аккумуляторе должны написать вот такую информацию. Информация содержит в себе его емкость и его внутреннее сопротивление. На самом деле, циферки выше 20 это уже очень плохо. То есть, по большому счету, эти аккумуляторы вообще во вспышку буду ставить я в последнюю очередь. У меня, кстати, отдельно лежащий аккумулятор есть. А почему он отдельно лежит? Потому что у него внутреннее сопротивление аж 82. А 82 означает то, что он будет крайне плохо работать в комплекте с другими аккумуляторами. Поэтому я его даже отложил. И я его использовать вообще уже, не знаю, буду только в часы засуну или еще что-нибудь. Делайте следующим образом. У вас есть целая куча аккумуляторов. После того, как вы все аккумуляторы замерили, вы должны их отсортировать. Вы должны их отсортировать в первую очередь по признаку ихнего внутреннего сопротивления. То есть у меня аккумуляторы, самая лучшая пачка, она. То есть это получается 18, 21, 18, 21. Видите, примерно ровненько, и везде у них около 20. И емкость у них тоже примерно одинаковая. То есть если есть, допустим, у вас 8 аккумуляторов примерно одинаковой с примерно одинаковым внутренним сопротивлением, в первую очередь по этому признаку сортируем. Но если, допустим, у вас будет 8 аккумуляторов, у которых у всех 18, то их уже компонуем по объему. Таким образом, вы делаете себе комплекты. Эти комплекты разукомплектовывать уже ни в коем случае нежелательно. То есть эти комплекты будут лежать у вас в сумке, в чемодане уже в таком виде. То есть они будут у вас отсортированы, и вы можете даже на каждом комплекте сделать надпись. На каждом комплекте вы можете сделать надпись, допустим, самый лучший, похуже, похуже, похуже. То есть этот комплект у меня пойдет в самую последнюю очередь. То есть сначала я буду использовать этот. Возможно, если у меня будет одновременно работать две вспышки, я возьму этот и этот. Вот они. Видите, 20
25 в среднем, у этого 21 в среднем. То есть этот будет на главной вспышке, а этот будет на контровой вспышке, потому что там я обычно ставлю поменьше. А вот эти аккумуляторы, вот эта пара, она опять у нас, видите, получается отсортирована. Это побольше, это поменьше. Соответственно, вот этот комплект потом пойдет на главную вспышку, если я закончу те. Этот пойдет на вторую. А этот комплект пойдет просто так, если что-то вдруг пошло не так где-нибудь. Или израсходовал лишний комплект, или забыл, или потерял. Вот такая вот интересная мысль. И вот этот прибор, он может, в принципе, вам помочь в том плане, чтобы вы можете отсортировать ваши аккумуляторы правильно. Правильно так, чтобы они максимально эффективно работали с вашими вспышками. И давайте в двух словах я расскажу, как пользоваться этим прибором. Во-первых, у нас есть аккумуляторы, то есть мы засовываем наши аккумуляторы. На самом деле, если у вас они лежат не комплектами, а пачками, в смысле в одной рассыпухе, неважно, как вы засунете, потому что все равно сама процедура будет происходить еще и с сортировкой. То есть вот мы засунули, допустим, да. После этого мы выбираем, что мы делаем с этими аккумуляторами. Если вы только купили этот прибор, и у вас еще нету вот этих надписей, вот таких надписей, то вы проводите нормальный тест на максимальном токе, какой возможен. Потому что в нашей вспышке батарейки пожираются очень быстро. То есть для вспышки критично, на какой скорости, какой ток может отдать аккумулятор. Поэтому да, всем понятно, что аккумулятор на больших токах отдаст меньшее количество энергии, чем мог бы отдать, допустим, на токе 300. Но в нашей ситуации эти 300 нафиг не нужны. Потому что если батарейка сможет отдать только на 300, но при этом, допустим, на 1 ампере она не может работать, и она сразу нам скажет, что все кончилось, то нафиг нужна такая батарейка. Поэтому аккумуляторы мы заряжаем в самом беспощадном режиме и разряжаем их в самом беспощадном режиме на 1 ампере, вернее на токе максимально, какой может обеспечить литокала или ваше зарядное устройство. Потому что конкретно у нас сейчас для того, чтобы это дело все замерить, нам нужно понять, аккумулятор пригоден вообще для эксплуатации в наших условиях или нет. Так вот, процедура будет проходить дальше следующим образом. В нормальном тесте что будет делать зарядное устройство? Сейчас он его дозаряжает до максимума, каждый аккумулятор. После того, как он их зарядил на максимум, он начинает их разряжать на максимальном токе, какой может обеспечить. И разрядив таким вот образом, он покажет вам количество миллиампер-час, какое смог отдать аккумулятор. Вот у меня циферки, которые я получил в результате замеров. После этого каждый аккумулятор должны промаркировать. Даже, кстати, это можно сделать сразу после покупки аккумуляторов, потому что, естественно, аккумуляторы не могут быть абсолютно одинаковыми, и вам желательно их укомплектовать, чтобы они были одинаковыми, чтобы они были все максимально похожи друг на друга. Поэтому аккумуляторы сейчас он сначала заряжает, потом разряжает уже с измерением емкости, и потом заряжает их обратно. Эта штука называется нормальный тест. Fast тест. Быстрый тест. Быстрый тест работает немножко по другому алгоритму. Он сначала разряжает аккумулятор полностью, а потом в процессе зарядки начинает измерять, какую емкость принял аккумулятор. Понятно, что емкость, которую аккумулятор принял, и емкость, которую аккумулятор обратно отдает, это разные емкости, но примерно, чтобы понять, что там как, этого, в принципе, тоже достаточно. Поэтому, если вы хотите просто навскидку прикинуть, что там с аккумуляторами, фаст-тест тоже, в принципе, пойдет. Не забывайте про ток. Вот я, видите, сейчас фаст-тест поставил, а ток-то у него всего 500. Ставим 1 ампер. Кстати, это можно поменять в любой момент. Нажимаем кнопочку мод и выбрали 1 ампер. Вот. Это у нас получается фаст-тест. То есть он разряжает без замера и заряжает дальше обратно.
Вот. Еще слышал я слухи про то, что никель-металлгидридные аккумуляторы, хоть и не являются никель-кадмиевыми, но они все равно немножечко подвержены эффекту памяти. Поэтому аккумуляторы вот эти все равно желательно разряжать до того момента, как вы их зарядили. Эта информация не проверена, но тем не менее и ChatGPT все-таки настаивает на том, что эта технология все равно имеет эффект памяти. Поэтому аккумуляторы вот эти, прежде чем заряжать, все-таки лучше сначала разрядить, потом заряжать. Но это не точно. Дозарядка. То есть вы вставляете, когда ставите charge. И вот в этой ситуации, единственная ситуация, когда вы можете просто поставить 500 мА и пусть себе заряжает. Да, это будет не очень быстро, это будет в 2 раза практически медленнее, чем на 1 ампере, но это даст вам, по крайней мере, продление срока жизни этих аккумуляторов. Вот на этом, в принципе, я думаю, что с идеей, как отсортировать и как более эффективно пользовать ваши аккумуляторы, я вас ознакомил. Надеюсь, видео было вам полезно. Не забывайте ставить лайки, нажимать колокольчики. А с вами был Амир Гумеров. Всем пока!